Приветствую! Вы на канале Realistic PS. И как вы могли понять из названия этого видео, мы затронем игру, которую не успели даже анонсировать, а каких-либо новостей по ней, даже банальных слухов, также нет. Да, сегодня хотелось бы поговорить о PES 2021. На самом деле трудно представить, какой она будет, поскольку не за горами выход консолей нового поколения. Однако, в этом видео мы не будем представлять, какой будет следующая часть футбольного симулятора, а поговорим о том, какие фишки из старых частей было бы неплохо вернуть, или добавить новые в PES 2021. Перед началом не забудьте поставить свой лайк, оставить комментарий, а также подписаться, если вы здесь впервые. Ну а мы начинаем. Первая и самая главная фишка, как по мне, это редактор стадионов. Думаю, что все, кто играл в 12 и 13 часть, не отказывали себе в возможности сделать какой-нибудь стадион в редакторе. И для патчмейкеров это была возможность сделать стадионы для топ-команд, не прибегая к пакам стадионов, которые весили достаточно много. Непонятно, почему разработчики вырезали эту возможность, но если ее вернуть, то это безусловно обрадует всех игроков, кто занимается редактированием любимой игры. Второе, и что не менее важно, это индивидуальное оформление для лиг и турниров. В этом году игра имеет фиолетовое оформление, которое остается неизменным во всех лигах, что присутствует в игре, а также и для турниров. Хотя что мешает изменить цвет для Лиги Чемпионов и для Лиги Европы, когда задники этих турниров соответствуют реальным цветам? И я уже не говорю про реальное оформление лиг, на которые имеется лицензия. Если они изменят цвет ТВ-попаса для каждой лиги, это уже будет что-то. К слову, с этим вопросом игроки обратились к разрабам в Твиттере, и ответ был получен. Поэтому есть возможность, что в следующей части у нас будет индивидуальное оформление. Третье – это кат-сцены, агент и прочие фишки для карьеры за игрока. Стоит признать, что с выходом каждой новой части режим «Стать легендой» деградирует. Последняя часть, в которой этот режим был играбелен, это 13-я часть, которой уже 7-8 лет на самом деле. Многочисленные кат-сцены, собственный агент, которого ты мог обновить в связи с твоей зарплатой, это придавало режиму хоть какой-то интерес. Однако после 14-й части режим медленно, но верно деградирует. Konami объясняет это тем, что интерес к режиму падает, и они хотят сосредоточиться на чем-то другом. И очевидно, что интерес падает, ибо сделали из этого режима непонятно что. Четвертое, самое наболевшее. Уберите уже наконец перерождение звезд в карьерах, серьезно. Мне кажется, что разработчики считают это фишкой своей игры. В конце каждого сезона мы играем матч против звезд, которые завершают свою карьеру. Но какой в этом смысл, если же они возвращаются через сезон? Нет, это конечно по-своему здорово, иметь переродившегося Мамаева с рейтингом 85. Но учитывая, как мы все хвалим игру за реализм, эта фишка как раз таки весь реализм и убивает. Пятая фишка потенциально может сделать игру куда интереснее, чем сейчас. Это предоставить возможность широко редактировать фейковые лиги и турниры. Например, выбирать и загружать собственное оформление для рекламных щитов или оформление для лиги в целом, загрузить собственный ТВ-попас, загрузить собственные формы для арбитров, загрузить нашивку для футболок и многое-многое другое. Вы скажете, и как все это реализовать? Да на самом деле просто, учитывая, что фанаты уже придумали множество концептов для этой идеи. И вот только представьте, насколько станет привлекательнее игра со стороны. И дело не будет ограничиваться лишь патчами на ПК, а и на PlayStation 4 тоже. Итак, это было 5 интересных фишек, которые было бы неплохо добавить в следующую часть Pro Evolution Soccer. В комментариях пишите, какие фишки в новой части хотели бы увидеть вы. Ну а также не забывайте про лайк под этим роликом, если он вам понравился, конечно. Ну а если же вы на канале впервые, то не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, дабы всегда быть в курсе о выходе новых видео. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорой встречи в следующих видео на канале Realistic PS.